Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо огромное за ваши лайки, подписки, комментарии, отзывы, пожелания, за ваше участие в жизни канала. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Давным-давно мы с ними уже работали. На канале есть узорчики с такими ниточками. Ну и с новым узорчиком. Итак, давайте по порядку. Кто еще не знаком с такой пряжей, смотрите, называется она Мадам Трикот Париж. Так, видите, Мерина Голд. Итак, что же это за ниточки? Видите, такого интересного секционного окрашивания. Моточки по 100 грамм. В 100 граммах, вот, смотрите, 400 метров. По составу это 30% мериносовая шерсть, так, и 70% это акрил. И нам здесь советуют производители брать спицы. Говорят, из спиц получится лучше. Но нам тоже хочется попробовать крючком связать, да? Я данную пряжу вязала крючком. Вот, смотрите. 3,5. Вот. Сегодня тоже буду вязать этим крючком 3,5. Хочет фокусироваться. Вот он. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. Не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальные, из любой пряжи один и тот же узорчик будет смотреться по-разному. Поэтому пробуйте, вяжите из любой пряжи. Самое главное, правильно подбирайте крючок. Все, и у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка, в принципе, читабельная, все понятно. Те, кто умеет работать со схемками, вяжите, да, самостоятельно. А те, кто не умеют, смотрите, повторяйте за руками, и у вас все отлично получится. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика получается равен 6 петелькам. Давайте я наберу, например, 4 раппорта. Это получается 24 воздушные петельки. И еще дополнительно я буду набирать 6 петелек, вы увидите. Это получается еще 24 плюс 6, 30. 30 петелек набираю я, а вы сколько вам будет необходимо. Итак, для начала все как всегда. Делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 30 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, да, особенно новичкам, чтобы не запутались в воздушных петельках, я рекомендую сделать вспомогательный ряд из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Аккуратненько вот в 5-ю петельку нырнули. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 столбик с накидом. Накид. По порядочку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и точно так же по 2 петельки столбик с накидом. Наша с вами задача в каждую петельку, не пропуская ни одной, провязать столбики с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть равно количеству петелек, которые вы набрали в цепочку. Я, получается, набрала 30 воздушных петелек, значит столбиков у меня должно получиться 30. Ну, поняли, да? Вот, и самое главное, не забывайте, что первые 3 петельки подъема, вот эти первые 3 петельки, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно, это ж не сложно, и в конце ряда встретимся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики с накидом провязали, все ровненько, аккуратненько, приступаем к узорчику. Для начала 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Теперь смотрите, делаем 2 накида. И во второй по порядку столбик нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Получается у нас столбик с 2 накидами. Опять 2 накида в третий столбик по порядку. Опять за верхушечку взялись и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами. Вот эти вот 4 петельки подъема, это имитация столбика с 2 накидами. То есть мы можем считать, что провязали 3 столбика с 2 накидами. Дальше, смотрите, будьте внимательны.
3 накида. Раз, два, три. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Это столбик получается аж с 3 накидами. Видите, он какой высокий, мы его еще и наклонили. Дальше опять 3 накида. Раз, два, три. По порядочку в следующий столбик провязываем столбик с 3 накидами. По 2 петельки провязываем. Тут ничего сложного. Вот такой высокий столбик. Еще 3 накида. Раз, два, три. И в третий по порядку столбик провязываем столбик с 3 накидами. Все, здесь вообще ничего сложного, красота. 3 столбика. А вот теперь мы с вами должны вернуться к тем 3 столбикам, которые мы пропустили. Итак, смотрите внимательно. Раз, два, 3 накида. Далее, вот мы возвращаемся к самому первому столбику. Вы можете возвращаться спереди, перед столбиками, можете сзади, как вам будет удобно. И смотрите, вот так вот нырнули. Поудобнее взялись, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Все, у нас, видите, как бы получается, начинает формироваться крестик. Первый столбик готов. 3 накида. Раз, два, три. Вот, второму столбику возвращаемся сзади за столбиками. Оп, захватили его. Вытягиваем ниточку и провязываем точно так же по 2 петельки столбик с 3 накидами. Все, здесь ничего сложного. И остается последний столбик у нас. Еще раз 3 накида. Раз, два, три. И точно так же сзади за столбиками идем. Вот он, последний у нас столбик остался. И мы беремся за него и провязываем столбик с 3 накидами. Все, сформировали вот такой вот объемный крестик. Видите? Ничего сложного. Дальше повторяем точно такой же крестик. Давайте вместе. Раз, два, три накида. 3 столбика пропускаем. Раз, два, три. В четвертый нырнули, провязали столбик с 3 накидами. По 2 петельки. 3 накида. Раз, два, три. Следующий столбик точно так же провязываем столбик с 3 накидами по 2 петельки. 3 накида. Раз, два, три. Следующий получается столбик провязываем точно так же. Все, вот опять наши 3 столбика. Теперь возвращаемся к первым 3 столбикам, которые мы пропустили, начиная с первого. Раз, два, три. Идем за столбиками, вот к самому первому. Беремся за верхушечку, беремся поудобнее, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Есть. 3 накида. Раз, два, три. Вот он наш второй столбик. Беремся за второй столбик и провязываем точно так же столбик с 3 накидами. Есть. И последний столбик. Раз, два, три. Вот он, последний наш столбик. Беремся за верхушечку и провязываем столбик с 3 накидами. И все. И вот так вот вы провязываете до конца ряда. Формируете вот такие вот объемные крестики. Угу. Я думаю, что у вас получится. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала свои крестики. У меня их получилось 4. И заканчивать я буду ряд точно так же, как и начинала. То есть у меня столбики с 2 накидами. 3 столбика. И здесь у меня будет тоже 3 столбика с 2 накидами. Почему с 2, да? Здесь с 3. Здесь, получается, у нас столбики наклоняются, удлиняются, да, и чтобы у нас вязание было не зажулькано, мы их немножечко подлиннее сделали с 3 накидами. А здесь они у нас будут с 2 накидами. Итак, первый столбик, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 накида, второй столбик по 2 петельки, 2 накида, здесь будьте внимательны, вот у нас 3 петельки подъема, мы в третью петельку подъема аккуратненько вот так вот провязываем столбик с 2 накидами. Все, наш ряд закончен. Далее 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. И теперь мы сразу же начинаем провязывать наши крестики. Смотрите. Раз, два, три накида. Теперь будьте внимательны. Вот, видите, раз, два, три, 3 столбика.
Вот мы, получается, к этим столбикам направляемся в начале, но не просто будем провязывать, а смотрите, как захватывать. Сзади наперед, вот таким вот образом. Видите? Получается у нас столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и только потом провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Это получается рельефный лицевой столбик с 3 накидами. Раз, два, 3 накида. Второй столбик. Точно так же захватываем его сзади наперед, столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Столбик с 3 накидами. Раз, два, 3 накида. И в следующий столбик точно так же провязываем. Захватываем сзади наперед и провязываем рельефный лицевой столбик с 3 накидами. Все то же самое, да, что было в предыдущем ряду. Единственное, что все столбики у нас будут рельефными лицевыми. Вот такая картина. Теперь мы с вами должны будем вернуться обратно. Вот, получается, раз, два, 3. Наши 3 столбика. Мы будем возвращаться точно так же рельефными столбиками. Итак, раз, два, 3. Идем сзади аккуратненько. Так, получается, вот этот вот наш первый столбик. Мы провяжем его вначале просто за верхушечку, ну как бы краешек наш, да. Беремся и провязываем по 2 петельки. Есть. Теперь раз, два, 3. И вот следующий получается столбик, второй. Мы уже вот так вот за столбиками идем, захватываем вот таким вот образом. Видите? Получается опять столбик у нас перед крючком. Здесь поаккуратнее беритесь, как вам будет удобно. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Вот. Потихонечку появляется красота. И третий столбик точно так же провязываем. Раз, два, 3. 3 накида. И следующий столбик тоже аккуратненько вот так вот идем, захватываем сзади наперед, перед крючком получается у нас столбик. Беремся поудобнее, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Все. Вот опять получился наш крестик. Единственное, что столбики, получается, мы делали рельефными. Идем к следующим столбикам. Точно так же провязываем. Вот получается, вот эти 3 столбика от предыдущего крестика мы пропускаем. И первые 3 столбика от следующего крестика будем провязывать. Раз, два, 3. Захватываем вот таким вот образом столбик. И провязываем рельефный лицевой столбик с 3 накидами. Раз, два, 3. Следующий столбик точно так же захватываем и провязываем столбиками с 3 накидами. Есть. Следующий. Раз, два, 3. Все столбики у нас рельефные. Поняли уже, да? И точно так же провязываем третий столбик. Есть. Вот. Еще больше появляется объем у наших крестиков. Теперь возвращаемся вот к первым 3 столбикам, которые мы пропустили. Раз, два, 3. Вот первый столбик. Идем за столбиками, доходим до него, захватываем сзади наперед, беремся поудобнее, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Так, первый столбик готов. Раз, два, 3. Второй столбик захватываем. Точно так же. Беремся поудобнее и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. И третью петельку. Раз, два, 3. Точно так же захватываем. Сзади наперед получается столбик у нас перед крючком. Беремся так вот поудобнее, чтобы нам было все видно, понятно. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Все. И вот так вот вы шагаете рельефными столбиками, рельефными лицевыми столбиками до конца ряда. Видите, какой объем уже приобретается? Я думаю, что вы справитесь. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот какая получается по итогу красота. Видите, она объемная красота. Вот. И как мы заканчиваем наш ряд? Получается, мы же столбики наши вот эти вот, которые по 2 накида, да, провязали в крестик.
Теперь, чтобы вот этот краешек был не оборванным, да, делаем 2 накида. И вот возвращаемся к нашему столбику. Вот там мы где делали, помните, 4 петельки подъема. Вот за 4-ю петельку провязываем столбик с 2 накидами. И край нашего, получается, вязания, видите, ну, как бы ровненький, то есть не разорванный. Идем дальше. 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. 2 накида. Сюда же, получается, мы будем возвращаться вот к нашим вот этим 2 столбикам и провязывать 2 столбика, такие же, как вот помните в первом ряду. Здесь будет у нас единственная какая особенность. Получается, мы эти столбики провяжем вот именно здесь, просто как обычные, за верхушечку. Так, как мы делали в самом первом ряду. 2 накида и 3-й столбик получается с 2 накидами. Вот. А теперь, смотрите, делаем 3 накида. 1, 2, 3. Вот эти, получается, наши 3 столбика мы от крестика вот этого пропускаем. Идем к следующим, получается, 3 столбикам. И нам здесь необходимо сохранить рельефность. Мы, получается, в прошлый раз провязывали в прошлом ряду рельефные лицевые, значит, в этом ряду будут рельефные изнаночные. Смотрите, что мы делаем. Вот наш столбик. Мы его захватываем, не как мы захватывали в прошлый раз, да, вот так вот, сзади наперед, да, столбик перед крючком. А теперь мы захватываем наоборот, видите, спереди назад, столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и дальше все как обычно, по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. И получается, когда мы перевернем вот так вот вязание, он у нас будет как лицевой, понятно? То есть с этой стороны у нас будут все изнаночные. Изнаночные видно. Они, видите, вот такую горизонтальную полоску формируют. Это изнаночная сторона, значит. И давайте еще раз. 1, 2, 3 накида. Следующий столбик захватываем вот таким вот образом, спереди назад. Столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. 3 накида. 1, 2, 3. Следующий столбик точно так же захватили. Спереди назад, столбик за крючком и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Вот, 3 первых столбика наши готовы. Теперь мы должны вернуться вот к нашим 3 столбикам, которые мы пропустили. 1, 2, 3. Итак, 3 накида. 1, 2, 3. Сохраняем рельефность, поэтому здесь будьте аккуратны. Вот, мы идем к нашему самому первому столбику и захватываем его спереди назад. Столбик за крючком. Вытягиваем ниточку, беремся поудобнее и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. 3 накида. 1, 2, 3. Вот наши, видите, еще 2 столбика остались. Вот, ко второму идем. Второй столбик захватываем точно так же спереди назад, столбик за крючком. И провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. И третий столбик. 1, 2, 3. Вот, смотрим аккуратно. Видите, вот наш третий столбик остался. Вот мы его захватываем точно так же и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Вот, сформировался наш крестик. Он сформировался точно такой же, как в первом ряду. Видите? Они как бы на шахматном порядке будут. Вот он. И вот эта горизонтальная линия, видите, сформировалась. Значит, мы сделали здесь рельефные и изнаночные. Когда переворачиваем наше вязание, смотрите, вот они у нас будут, видите, какие гладенькие, рельефные, лицевые. Все, несложно. И так вот вы продолжаете до конца ряда. Тут самое главное, в этом ряду у вас все будут рельефные, изнаночные. Понятно? Я думаю, что понятно. Давайте еще раз вместе провяжем, чтобы уже точно. Итак, 1, 2, 3 накида. Вот наши 3 столбика мы пропускаем. 1, 2, 3. Идем к следующим 3. 1, 2, 3. Захватываем первый столбик. Оп. Вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Столбик с 3 накидами, рельефный, изнаночный. 1, 2, 3. Следующий захватили. Оп. Столбик за крючком. Вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Есть. 1, 2, 3. И третий столбик. Оп. Захватили. И сформировали еще один рельефный изнаночный столбик с 3 накидами.
Есть. Вот, теперь мы возвращаемся вот к 3 столбикам. Раз, два, три. Точно так же. Раз, два, три накида. К первому столбику. Вот он. Возвращаемся за столбиками, захватываем спереди назад. Вот наш столбик за крючком. Вытянули ниточку, взялись поудобнее, да, и провязываем по 2 петельки. Все, без вопросов. Есть. Вот остались еще 2 столбика. Раз, два, три. Опять за нашими столбиками идем, доходим до столбика и захватываем его. Оп. Есть. Провязали. 3 накида. Раз, два, три. И вот наш последний столбик остался. Вот мы его захватываем. Берите все время поаккуратнее, но поудобнее, чтобы вам было удобно провязать. Крутите, вертите вязание. Понятно? Вот. Вот еще один крестик. Изнаночка. Лицевая сторона. Видите, плетеночка такая. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала практически до конца ряда. Вот такие вот интересные как бы волны, да, зрительно кажется. Плетеночка наша растет. И как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. 3 столбика с 2 накидами. Вот 2 столбика я уже провязала. 2 накида. И вот у нас, помните, мы делали петельки подъема. В последнюю петельку нырнули и провязали столбик с 2 накидами. Все, ряд наш закончен. Опять 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. Теперь у нас весь ряд лицевой. Видите, какая у нас получается картина с этой стороны? Весь ряд будет рельефные лицевые столбики с 3 накидами. Итак, вот наши первые 3 столбика мы пропускаем. Раз, два, 3 накида делаем. И вот наши 3 столбика по порядочку идут. Вот, захватываем первый столбик. И провязываем рельефный лицевой столбик с 3 накидами. Вы уже умеете его провязывать. 3 накида, следующий опять столбик. Точно так же рельефный лицевой столбик с 3 накидами. 3 накида и точно так же рельефный лицевой столбик с 3 накидами. Вот он. Видите, как бы продолжение идет наших таких полосочек. Теперь возвращаемся обратно вот к этим первым 3 столбикам. Раз, два, три. Первым мы договариваемся, что мы провязываем просто за верхушку столбика. Так, столбик с 3 накидами. А начиная со второго мы уже провязываем рельефными лицевыми. Раз, два, три. И точно так же захватываем, видите, столбик спереди. Так вот, сзади наперед. Столбик получается перед крючком. Беремся поудобнее. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 3 накидами рельефный лицевой. Раз, два, три. И вот наш 3-й столбик. Заходим сзади. Оп, захватили поудобнее. И вытянули ниточку, провязываем. 2, 2, 2, 2. Все, вот наш крестик, как во втором ряду. Помните? Все. И вот так вот вы шагаете, и вот так вот вы провязываете столько, сколько вам необходимо. Самое главное, вы же видите, да, с этой стороны рельефные лицевые столбики. Видите, как они красиво выглядят. А когда перевернете вязание, с этой стороны все те же самые столбики, только рельефные и изнаночные. И все. И ничего сложного. То есть мы с вами уже провязали все рядочки. Дальше вы просто увеличиваете свое вязание, насколько вам необходим образец. Встретимся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала еще несколько рядочков. Смотрите, как у меня произошел переход цвета. Интересно, да? То есть получается от светленького пошел к темному. Но в следующих узорчиках наоборот у нас будет идти от темного к светлому. Посмотрим. Итак, смотрите, из моих ниточек вот так вот получается. В моем случае вот так вот тянется. Так. Четко видно лицевую сторону. Рельефные столбики подчеркивают, да, придают изюминку узорчику. Изнаночная сторона, смотрите, ничем не хуже лицевой, да, ну, в том плане, что красиво, аккуратно, не стыдно показать. Но это изнаночка. То есть изделие у вас будет одностороннее. Если же вы не хотите, чтобы у вас было одностороннее, вы просто рельефные столбики не провязываете. Все то же самое, просто за верхушку столбиков, и у вас будет двусторонний узорчик. Точно так же можете сохранять сеточку, либо наоборот переплетать ее можете. То есть столбики в разном порядке будете провязывать. И все. Как вам?
Оригинально, необычно, да, в копилочку ваших узорчиков. Возможно, кто-то из вас уже данным узорчиком что-то вязал. Рассказывайте, нам будет интересно, какими нитками вязали, какой пряжи, какое у вас получилось изделие, ну и вообще, как вам понравился узорчик. Вяжется, конечно, он очень быстро. За счет того, что столбики высокие, то он растет быстро. Давайте замерим. Итак, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Я набирала 30 воздушных петелек. У меня это получается, ну, 15,5 сантиметров точно. То есть из вашей пряжи может быть больше, может быть меньше. У всех разная рука, разная плотность вязания. И здесь будем считать вот так по крестикам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 рядочков, смотрите. Первый это 7 рядочков. И сколько это будет в сантиметрах? Если за крайнюю самую точку возьмемся, ну вот 9 сантиметров. Ну здорово, здорово. Видите, всего лишь только 7 рядочков, 9 сантиметров. То есть узорчик растет быстро. То есть тут самое главное просто понять, как провязываются рельефные столбики, а так вообще никаких сложностей нету. Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно комментируйте и подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Те, кто еще не подписался и нажал на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте в свои плейлисты. Бежите в свободное время с удовольствием. А также заглядывайте в плейлисты на канале. Узорчиков уже очень много. И на главной странице канала нажимаете на кнопочку плейлисты. И вам выходят различные папочки с разными группами, так скажем, коллекциями узорчиков. Выбираете любую, смотрите с удовольствием, вяжете. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.